Всем привет, друзья! Меня зовут Таня, и вы на канале Gym. Вы все чаще меня спрашиваете, что нужно есть перед тренировкой, что нужно есть после нее, нужно ли есть после тренировки, если она проходит у вас вечером, и что самое главное, что есть. В сегодняшнем видео я не только расскажу вам основы правил питания до и после тренировки, но также наглядно покажу вам примеры рациона. Качество вашего рациона и регулярность приемов пищи – это 70% вашего успеха. Вашим продуманным рационом вы можете как ускорить ваш результат, так его и замедлить, а то и вообще перечеркнуть все ваши старания на тренировках. Поэтому давайте скорее разберемся в этом вопросе. Начнем мы с утренних тренировок. Есть тип людей, которым легче и удобнее тренироваться сразу же после пробуждения. Я и думаю, вы тоже слышали, что тренировки на голодный желудок являются самыми эффективными для жиросжигания. И если говорить о типе тренировок, то кардиотренировки в этом случае будут лучше всего. С физиологической точки зрения, когда мы просыпаемся, запасы гликогена истощены и в крови очень низкий уровень инсулина. Простыми словами, тренируясь на голодный желудок, вашему организму легче всего брать энергию с жировых клеток. Поэтому, если вы хорошо себя чувствуете, и только если вы хорошо себя чувствуете, у вас нет тошноты, слабости, то вы можете проводить легкие кардиотренировки на голодный желудок. И только после вашей тренировки, через 20-30 минут, делать основной прием пищи – завтрак. Ну а если вам важно знать именно мое мнение, то я всегда была против тренировок на пустой желудок. Да, возможно, это самый эффективный вид тренировок для похудения, именно на голодный желудок, но таким образом особенно новички могут вызвать стресс вашего организма, а отложив самый важный прием пищи – завтрак, вы таким образом провоцируете появление голода, что не очень-то и хорошо для худеющих. Так как же поступить? За 30 минут до вашей тренировки вы делаете небольшой перекус в виде банана, батончика, чего-нибудь углеводного, и потом уже, получив энергию, вы идете тренироваться. Потом через 20-30 минут по окончанию вашей тренировки вы делаете себе основной прием пищи – завтрак. Ну а если вы тренируетесь с целью нарастить мышечную массу, тренировки на пустой желудок вам точно запрещены. Вам как никогда нужна энергия перед тренировкой. Тренируйтесь профессионально, многие добавляют перед тренировкой претреники. Такие бустеры дают очень много энергии, запал сил и невероятную бодрость на вашей тренировке, но несут большой вред вашему сердцу. А после того, как вы перестаете их принимать, вы просто начинаете ползать по залу, как сонная муха, в поисках очередной дозы бодрячка. Поэтому мой вам совет: загружайтесь фруктами, батончиками, конфеткой, то есть натуральной энергией. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу тренировок на голодный желудок, за или против, и что ваш тренер говорит по этому поводу. Предположим, вы находите время для спорта в середине вашего дня. Как же будет меняться ваше питание? В идеальном случае ваша тренировка должна быть по прошествию часа или полтора после вашего приема пищи. Проводить тренировку на полный желудок тоже нежелательно. Это некомфортно, да и будет тошнить, что тоже не очень-то и удобно на тренировке. Так что планируйте свой прием пищи или тренировку, или же просто сделайте за 20 минут до вашей тренировки перекус. Тренируясь для похудения, хорошей добавкой будет L-карнитин. Он помогает поддерживать ваше сердце и помогает сжигать жир вашему организму для получения энергии. У меня он в капсулах, и вот такую вот капсулу я принимаю за 20 или 30 минут до моей тренировки. Нужно понимать, что L-карнитин тоже в какой-то мере бустер, так что принимайте его курсами и постепенно снижайте порции. Во время тренировки, неважно в какое время суток, нужно и важно пить воду. Ее количество может зависеть от типа и длительности вашей тренировки, ну и, конечно же, от вашего веса. Но как только вы чувствуете жажду во время выполнения упражнений, обязательно делайте пару глотков. Также по возможности я советую вам пить БЦА, разбавленный в воде. БЦА – это расщепленные аминокислоты, которые предотвращают разрушение мышц. Ну а если вам интересна эта тема более подробно, полезные видео о БЦА, L-карнитине, протеине, то я оставлю ссылочки на эти ролики в описании под видео, обязательно проверяйте. По окончании нашей тренировки мы, как обычно, делаем перекус первые 20-30 минут, и важно
ваша еда после тренировки не должна быть жирной, потому что жиры тормозят усвоение белков и углеводов. Так что это правило «я съем пиццу и награжу себя после тренировки» не лучший вариант. Ну а теперь главный вопрос. Что есть после тренировки, если вы худеете? Организм в стрессовой ситуации после тренировки, и он жаждет энергии. В стрессовой ситуации ваш организм будет брать энергию с самого доступного источника, с вашего жира. Именно поэтому многие тренера не советуют есть в первый час после тренировки. Но у меня немножечко другое мнение на этот счет. В первые 20-30 минут после вашей тренировки я советую вам сделать белковый перекус плюс совсем немножечко углеводов. Для чего же это нужно? Белок нам необходим после тренировки для того, чтобы ваши мышцы не разрушались. А лишь небольшое количество углеводов нам необходимо для того, чтобы в следующем приеме пищи вы просто не набросились на вредную еду и просто не съели лишнего. Я думаю, что вам тоже знаком этот дикий жор после тренировки. Так что этот маленький кусочек банана или конфетки точно не перечеркнет вашу тренировку, а только обезопасит вас от стрессов и зажоров после. В роли белка у нас может выступить протеиновый коктейль, который лучше всего разбавлять водой. Этот вариант удобнее всего. Ну и напоследок переходим к вечерним тренировкам. Наверное, большинство людей тренируются именно в вечернее время. У кого-то больше энергии, удобно после работы, да и вообще проще прийти усталым домой и сразу же завалиться в баньки. Тут очень важный момент. Не проводите тренировку слишком поздно. Сама по себе знаю, бывает на ночь глядя насмотришься всяких мотивационных картинок, пощупаешь себя за пузен и с дуру просто пойдешь качать пресс и приседать. Тренировка это все-таки стресс, и она должна проводиться хотя бы за 2-3 часа до сна. Да, не забывайте, что белок все-таки должен преобладать в вашем вечернем питании, но все-таки углеводы также важны даже перед вечерней тренировкой. Это может быть как основной прием пищи за час или полтора до вашей тренировки, так и перекус. После тренировки ни в коем случае не оставляйте себя без еды. Как я сказала ранее, одна из наших целей это предотвратить разрушение мышц. Но в этот раз выбирайте белок медленного усвоения, казеин. Идеальный вариант это творог, мясо или же специальный казеиновый протеин. Такой вид белка будет восстанавливать ваши мышцы в то время, когда вы спите, и не допустит появления боли у вашего котика. Катаболизма. Тара-тара-та. Пум. Этот шаг важен для всех, для тех, кто худеет и для тех, кто наращивает мышечную массу. Кстати, в какое время суток вы тренируетесь? Пишите в комментариях и также постарайтесь описать ваше питание до и после тренировки. Мне будет очень интересно почитать. Ну что ж, я очень надеюсь, что я донесла до вас информацию о питании, о тренировках, и теперь у вас не возникнет вопросов по этому поводу. Ну а если у вас они есть, то, конечно же, оставляйте эти вопросы в комментариях, я очень постараюсь на все ответить. Во всех этих правилах хочется сделать самый главный акцент. Самое плохое, что вы можете сделать, это допустить чувство голода. Ведь именно голод, несвоевременный прием пищи, является причиной зажоров, набора дополнительного веса про запас и, конечно же, разрушения мышц. Но если это видео оказалось для вас полезным, то обязательно ставьте ему лайк, делитесь этим роликом в соцсетях, показывайте его своим подружкам и, конечно же, питайтесь правильно. Также вы можете подписаться на мой канал, потому что совсем скоро вас ждет еще больше роликов о питании, мотивации и, конечно же, тренировки. И не забывайте включать колокольчик напоминалку. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!